Всех приветствую, давайте посмотрим, что у нас произошло на рынке криптовалют. Начинаем с интересной новости по поводу предупреждения США о нацеленности связанных с КНДР хакеров на криптоиндустрию. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры ФБР и Минфин США выпустили совместное предупреждение об угрозах северокорейских хакеров, нацеленных на кражу криптовалют. Власти США заявляют, что наблюдают нацеленность атак на криптовалютный и блокчейн-сектор, включая даже биржи, DeFi-протоколы, венчурные фонды отдельных крупных держателей криптоактивов и NFT. Как это будет предположительно проходить? Вполне возможно, это будет через социальную инженерию. Все как обычно. Хакеры будут пытаться побуждать жертв загрузить вредоносное программное обеспечение и приложение. Обычно это происходит через фишинговые письма или бесплатные NFT и криптовалюты. После того, как жертва клюнет, хакеры получают доступ к устройству жертвы, крадут ключи и используют другие уязвимости в безопасности. Но для того, чтобы избежать взлома, во-первых, не нужно быть слишком наивным, не вестись на всякую халяву, ну и включить двухфакторную аутентификацию. Также рекомендуется подключаться только к защищенным хостам. В продолжение о Китае, экс-глава Центробанка Китая не увидел в цифровом юане угроз для SWIFT и других валют. Как он заявляет, цифровой юань в первую очередь предназначен для населения и мерчантов, а не для замены SWIFT или превращения валюты в оружие. Пока цифровой юань не может быть использован для трансграничных платежей. Для подобных целей его могут адаптировать в будущем. Как заявляет глава Народного банка Китая, мир должен остерегаться мышления в парадигме холодной войны, которая нанесет ущерб всем. Пока, конечно, они заявляют, что это чисто для внутреннего пользования, но стоит обратить внимание на заголовок. Экс-глава Центробанка Китая не то чтобы заявил, что нет угроз для SWIFT, он просто их не увидел. Ну и к вопросу о цифровом рубле. Его продолжают тестировать, и к тестированию цифрового рубля присоединятся еще 7 банков. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ. По ее словам, сейчас финансовые учреждения завершают подготовку своих IT-систем. Запуск прототипа платформы состоялся в январе этого года при участии 5 банков. Совместно с регулятором они протестировали выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков, а также переводы между гражданами. И вот сейчас присоединяются еще 7 банков, и теперь в списке целых 12 банков. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Дом РФ, Росбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф, СКБ, Акбарс, Транскапиталбанк и Союз. Сейчас планируется второй этап тестирования, который намечен на осень 2022 года. Он предполагает проведение операций по оплате товаров и услуг, а также государственных платежей. Ну и параллельно с этой новостью вышла вот такая новость. Центробанк зарегистрировал новую платежную систему и назвал ее, даже не по-русски, назвал ее просто Hello. Пока Банк России не сообщает, зачем ему новая платежная система, просто внесли в реестр платежных систем нового участника. Оператором услуг новой системы выступает Транскапиталбанк. Если честно, впервые слышу о таком банке, и неудивительно, он занимает всего лишь 38 место по активам среди российских банков. Сообщается, что платежная система Hello – это совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег. Странно, зачем им нужна еще одна платежная система, ведь даже МИР толком-то и не работает. Карточками можно расплачиваться в России, в небольшом количестве банкоматов небольшого количества стран, ну и даже бесконтактную оплату невозможно подключить на карточку МИР. Даже МИР Pay отсутствует для техники Apple. Посмотрим, как будет работать новый Hello. Теперь давайте глянем небольшую статистику, что у нас происходит на крипторынке. Вчера мы увидели на биткоине неплохой памп. Цена подобралась практически до 41 тысячи. Что касается лонгов, они остались без изменений за последние сутки. Шорты подросли на плюс 2,3%. В динамике также в целом наблюдается рост, но в конце этого графика видим остановку. Как по лонгам, так и по шортам. Настроение трейдеров немного улучшилось. Сегодня цифра 27, вчера была 24. Вчера были в экстремальном страхе, сегодня страх обычный. Ликвидации небольшие. Чуть более 41 тысячи трейдеров потеряли свои деньги. На этот раз больше всего пострадали шортисты, 76%. Ну и наглядно видим, как выносы происходили вчера как в одну, так и в другую сторону. Сначала вынесли лонгистов, потом произошел ценовой памп и вынесли шортистов. Собрали денег с двух сторон. Ну а CryptoKid закупился еще одной партией биткоинов. На этот раз плюс 1000 биткоинов. Он продолжает скупать падение и даже скупил небольшой рост, надеясь, видимо, на еще больший рост. Последний раз он продавал 5 апреля, с тех пор только одни покупки. Обратил внимание сегодня на то, что объем за 24 часа, торговый объем на монете STEPN GMT
обогнал все альткоины. Естественно, кроме эфириума. Биткоин и тезер вне конкуренции. Почти 5 миллиардов долларов за 24 часа проторговалось на этой монете. Также эта монета показывает и самый большой рост за сутки, почти плюс 43%. Поэтому давайте посмотрим, что на ней произошло. В последний раз, когда мы смотрели эту монету, мы находились вот здесь, примерно это было в начале апреля. Предполагалось снижение вот в эту зону, так оно и случилось. Скорректировались в ту проторговку, которую я отметил, здесь все по плану. Эту зону можно пока удалять, она прекрасно отработала. И что касается структуры, что у нас здесь происходит? Вполне вероятно, здесь завершилась вот эта четверка, теперь идет вот эта пятерка. Она у нас в рамках вот этой тройки. И, следовательно, после того, как этот рост завершится, нас может ожидать коррекция в волне 4 более старшего порядка и еще один рост. То есть глобально здесь рост еще не завершен. Локально вполне вероятно он может быть завершен. Какие есть на это сигналы? Во-первых, объемы здесь гораздо ниже, чем на пике тройки. Индикатор здесь также ниже пока, поэтому здесь движение более слабое, чем в предыдущий раз в начале апреля. Однако еще небольшое движение наверх возможно. Для тех, кто любит рисковать, можете половить, но это очень будет глупо, потому что здесь у нас исторический хай по этой монете, плюс целевая зона достаточно близко, плюс сигналы на то, что движение ослабевает. Здесь точно в лонги залетать не стоит. В лонги стоило залетать, когда была коррекция. Отметил расчетную зону, которая будет оптимальна для завершения этого локального роста. Начинается она с 3,67. Даже давайте немного пониже с запасом поставим, потому что часто не добивает. Ну и пока по этой монете вижу вот такую структуру. И вполне вероятно, после того, как мы завершим вот этот локальный рост, коррекция будет возвращена вот в эту проторговку, откуда мы и начали рост. Это зона примерно на уровне 2,3 бакса по монете GMT. Если же смотреть дневной график, то здесь еще более наглядно видно, как объемы все падают и падают. Это опасная ситуация, и ничего хорошего за этим не последует, если мы не увидим резкого увеличения объемов, который будет превышать хотя бы вот эти объемы в начале апреля. Если бы я был в этой монете, я бы рассматривал выходы из лонговых позиций. Ну и давайте посмотрим еще биткоин, конечно же. И здесь интересная ситуация после нашего вчерашнего пампа на этой монете. Как вчера отмечал, сформировали мы здесь дивергенцию, и на вчерашнем росте мы сформировали восходящее движение, импульсное движение, оттолкнулись от нижней грани оптимальной расчетной зоны, плюс увидели рост объемов, то есть у нас дивер теперь не только на индикаторе, но и на объемах, поэтому здесь я рассмотрю покупки в лонг. Возьму с текущих, расставлю лимитники и стоп за основание этого восходящего движения. Вполне вероятно, здесь может быть, если не разворот глобальный, то неплохой отскок наверх. Но и если я окажусь неправ, то стоп меня убережет от больших убытков и большой просадки. Но вход здесь по моей стратегии может сработать. Ну и глобально напомню, что здесь у нас вполне вероятен треугольник ABCDE. Давайте на дневку переключусь. Вот такая структура для меня сейчас здесь в приоритете. ABCDE, и вполне вероятно, что D мы можем здесь уже завершить. Е можем уже завершить. Да, они выглядят очень маленькими, поэтому вполне вероятно они могут быть еще расширены, но минимальные требования выполняются. Ну и даже здесь, если будет отскок небольшой наверх, тоже половлю, процентов 10 можно здесь будет забрать. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на Telegram. Всем удачной торговли и счастливо!